Здравствуйте, мои дорогие друзья, зрители и подписчики. Сегодня понедельник, а это значит, пришло время поделиться своей личной историей. И сегодня я бы хотела рассказать вам о том, как я попала в физиогномику, как я стала физиогномистом, откуда. И потом вы поймете, к чему была эта история, и, возможно, она будет для вас полезна. Особенно это касается девушек. В общем, я была уже какое-то время вполне успешным практикующим тренером по гимнастике для лица. Все было хорошо, я составляла индивидуальные курсы упражнений, да, на лицевые мышцы. Мы с девочками работали в индивидуальном в основном формате. Мы подтягивали лица, получали прекрасные результаты. Пока в один прекрасный момент ко мне на курс одновременно не пришли две женщины. У них были одинаковые имена. Вы сейчас поймете, почему я вдаюсь в эти детали. У них были одинаковые имена, у них был одинаковый социальный статус. Как сейчас я помню, они обе на тот момент были финансовыми директорами крупных предприятий. Они обе были мамы, они и есть мамы. У них был одинаковый, абсолютно одинаковый возраст. Каждой исполнилось по 43 года на момент, когда они пришли ко мне. И вы знаете, казалось бы, при одном и том же возрасте они имели два совершенно разных лица. Не потому, что это были разные люди. Кстати, типаж у них похож. Я с ними познакомилась в офлайне, с одной раньше, с другой позже. У них даже фигуры похожие. Но разница между их лицами была настолько огромная, что я задумалась такая, почему одна выглядит хорошо и, как мне показалось, моложе своих лет, а вторая выглядит нехорошо. И как мне на тот момент, как я ее воспринимала, старше. То есть лицо второй женщины, оно было, скажем так, оно нуждалось да, в уходе. Оно нуждалось в гимнастике для лица. И я тогда задумалась, значит, изменения, которые происходят на нашем лице с возрастом, в чем их причина на самом деле? Не возраст, что-то другое. Какие-то другие факторы должны влиять на них. Какие, кроме гормональных качелей, к которым мы привыкли физиологически, да? И я стала искать ответ на этот вопрос. И мне буквально в тот же год попадается курс по физиогномике, обучение. И первый вопрос, который я задаю своему будущему преподавателю, это был вопрос, узнали ли я природу происхождения морщин, заломов и вообще всех изменений на лице женщины, ну и вообще на лице. И знаете, что он мне ответил? Говорит, вы узнаете даже больше. И я пошла учиться на физиогномиста. Физиогномика, сейчас будет такой очень коротенький экскурс, рассматривает два типа маркеров. Маркеры – это черты нашего лица. Например, брови – это маркер, нос – это маркер, уши – это маркер, носогубные складки, что меня больше всего интересовало на тот момент, это маркер. Треугольная мышца депрессор, которую мы учимся качать на гимнастике для лица, да-да-да, это маркер. И все маркеры для того, чтобы произвести грамотный, качественный физиогномический анализ, делятся на два типа. Врожденные, то есть то, что дано нам от природы, и приобретенные, те изменения, которые мы получили в процессе приобретения жизненного опыта. Вот это мне было очень интересно. И вы знаете, я поняла, почему у двух женщин с одинаковым возрастом разные приобретенные маркеры. И я получила ответы на все свои вопросы. Вот прямо сейчас, не отходя от кассы, поделюсь с вами одним довольно ярким примером. Это запрос, с которым приходят треть женщин ко мне. Треть. Носогубные складки. Вот как вы думаете, ваше предположение, с чем связана глубина и длина и интенсивность выраженности носогубных складок? Все их ненавидят, все говорят, о, у меня такие ужасные носогубки, уберите мне их, как мне их убрать? Как вам их убрать? Длина и интенсивность носогубных складок зависит от стиля, в котором вы впахиваете, от стиля достигаторства, от режима достижений ваших целей. У каждого из нас есть какие-то задачи, и мы можем их решать.
решать в двух режимах. Режим light, на расслабоне, спокойно, уверенно, последовательно мы решаем эти задачи. Здорово. Режим light. И режим hard. То, что я называю на режиме дедлайнов, сцепленных зубов, когда вот в решение этих задач, в эти достижения вваливается множество ресурсов, очень много сил. Прямо вот так. И таким образом формируются носогубные складки. Понаблюдайте за людьми вокруг вас. Понаблюдайте за стилем решения ими задач. Посмотрите, насколько сильно выражены носогубные складки. Да, у них есть направления, да, эти направления там к рту или на щеки имеют тоже свои значения. И это характеристики людей, которые они приобрели в течение своей жизни. И я с вами тоже буду делиться этими характеристиками в видео немножечко позже. Таким образом, я стала физиогномистом. Но знаете, благодаря этим знаниям, откуда берутся гусиные лапки на самом деле, причины их возникновения, морщины на лбу, я начала строить свой авторский, уникальный подход к гимнастике для лица, к работе с мышцами. И знаете что? Я в итоге продолжаю получать потрясающие результаты. И эти результаты девочки получают гораздо быстрее и легче, если мы просто шлепали упражнения, вот как в Инстаграме, да, на эту зону. Но когда вы понимаете причину, вы можете на нее повлиять. Конечно, это ваш выбор, влиять или нет. Но когда вы знаете причину, откуда это взялось, вы можете поменять причину, либо, как объяснить, изменить ее влияние. И тогда от большинства приобретенных заломов и морщин можно очень легко избавиться. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Лизавета Царькова-Голофаст, практикующий физиогномист и тренер по фейсбилдингу с оригинальным, авторским и уникальным подходом. Да-да-да, к каждому лицу с точки зрения физиогномики, чего нет ни у кого, во всяком случае, я не видела. Но я делюсь этим только на персональных курсах, на которые вы можете ко мне записаться. Меня легко найти на Фейсбуке, пожалуйста. Вы можете, в принципе, присоединиться к моему клубу лицевых техник «Перезагрузка», который тоже живет на Фейсбуке. Все контакты я оставлю под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и не пропустите новые полезные новости. Увидимся!